Добрый день, здрасте, это Песков. Слышно ли меня? Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Слышно хорошо. Начинаем новую рабочую неделю. 25 мая, понедельник. Путин работает в Кремле. Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. Идут рабочие встречи, внутренние совещания. Среди прочих будет на приеме у президента губернатор Омской области Виталий Хаценко. Президент последовательно продолжает заниматься региональными проблемами. Будет обстоятельный доклад. Другие мероприятия будут не публичные. Поэтому сегодня достаточно кратко по графику президента. Продолжается подготовка и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Было соответствующее приветствие президента уже опубликовано, текст доступен. Вот, наверное, все, что я хотел инициативно вам сказать. Какие у вас есть вопросы сегодня? «Комсомольская правда» можно, Дмитрий Сергеевич? Да, пожалуйста. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Завтра Рубио прилетает в Ереван, и оттуда наверняка снова прозвучат антироссийские заявления. Не обязательно из уст Рубио. Пашинян тоже гораст для странных умозаключений. И вообще Ереван уже становится трибуной для таких антироссийских заявлений. Как нам с этим быть и как в Кремле относятся к такой практике? Спасибо. Ну, смотрите, здесь нужно говорить о каких-то конкретных заявлениях, во-первых. На днях мы слышали заявления и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном. Тогда, я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом. Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Вот. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване. Мы продолжаем диалог. Мы знаем, что в Армении... Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше. То есть они для нас друзья? Безусловно, Армения. Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов, в ЕАЭС. Президент Путин отправится в Астану на этой неделе. Это будет государственный визит. И после этого целый день, в пятницу, главы государства и правительств посвятят тематике ЕАЭС. Состоится заседание Высшей комиссии ЕАЭС. Если я не ошибаюсь, премьер-министр Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие, но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет
будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Пожалуйста, еще. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Бизнес-ФМ, можно? Да, пожалуйста. Елена Марчукова, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что вступление в некие иные организации может быть для Армении, может означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по ряду экономических вопросов. О каких организациях или объединениях идет речь, союзах? Евросоюз, конечно же. Только? Здесь уже нужно смотреть, куда еще стремится нынешнее руководство Армении. Благодарю. Еще. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. РИА Новости, можно? Да, пожалуйста. Ольга Волкова, спасибо. Скажите, пожалуйста, по оценке Кремля, насколько достоверно в иностранных СМИ была показана трагедия в Старобельске? Вот вчера на месте удара ВСУ по колледжу побывали больше 50 иностранных журналистов, но были и те, кто отказался ехать. Будет ли донесена правда до Запада и услышат ли ее там? Во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе в Министерстве иностранных дел, в других ведомствах, в Министерстве обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не слышали не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте. Спасибо. Еще? Можно РБК, разрешить продолжение? По-моему, РБК было, да? Да, спасибо. Давайте. Добрый день, Полина Химшашвили. Вопрос по Каннскому фестивалю. Фильм режиссера Звягинцева «Минотавр» получил гран-при в Каннах, и режиссер призвал президента Российской Федерации закончить бойню. Цитата. Он выразил уверенность, что президенту передадут эти его слова. Скажите, пожалуйста, передали ли президенту эти слова, этот призыв? Я, по крайней мере, не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать. Потому что я не берусь судить творческие качества Звягинцева и не смотрел его новый фильм, который завоевал премию Каннского фестиваля. Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет. Еще, пожалуйста. Спасибо. А можно еще один вопрос короткий? Да. В телеграм-канале митрополита Илариона, который сейчас служит в Карловых Варах, появилось сообщение, что он был задержан. Известно ли что-то в Кремле об этом? Нет, мы ничего не знаем на этот счет. Спасибо. Еще? Агентство Рейтер, Дмитрий Сергеевич. Да, пожалуйста. Пожалуйста. У меня такой короткий уточнение. Только погромче, пожалуйста, а то вас не слышно. Да, сейчас слышно? Сейчас слышно. Короткий вопрос. Вот вчерашние удары по Украине с использованием арестника, они являются тем самым ответом на атаку на колледж в Старобельске, о котором говорил Владимир Путин, или других ответов? Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления.
Да, спасибо. Пожалуйста. Еще? Будем завершать. В 12 часов 50 минут эмбарго. 12:50. Большое спасибо. Всего доброго.